Как выглядят пляжи Черногории до открытия границ и какие возможности у местных в отсутствии так называемого сезона. Ставка на внутренний туризм. Как провести отпуск в родной стране. Мужской отдых, путешествие по русским рекам. Отметить торжество на Адриатическом море. Аренда старинной виллы, балканские мотивы и вкуснейшие шашлыки. Разбираемся, что за САП и с чем его едят. Один из самых молодых видов спорта, но набирающих бешеную популярность по всему миру. Приветствую, друзья! Ваш отпуск накрылся медным тазом. Как вернуть деньги за авиабилеты? Как встретиться, наконец, с вашей второй половиной, которая застряла в каком-нибудь другом государстве перед закрытием границы, там так и осталась. Многие семьи сегодня этот вопрос волнует, и нас в том числе. Мы так и остаемся пока по разные стороны границ. Одна часть нашей семьи в Черногории, другая в России. А как целым странам, благополучие граждан которых зависит от туризма, а туристов нет. А мы в этом выпуске расскажем о том, как отдыхаем, несмотря на все невзгоды, надо радоваться жизни. И что творится с внутренним туризмом, как можно это реализовать на практике, на своем опыте расскажем. В курортных странах лето без туристов, границы закрыты. По официальным данным, в Черногории в июне только 10% туристов от прошлогодних показателей. Так выглядит пляж в пригороде Будвы с субботы на воскресенье. Туристов нет, в основном отдыхающие, те, кто приехал, так сказать, с материка, с севера Черногории, на побережье, на выходные, насладиться морем вместе с детьми. Погода в этом году тоже отложила начало сезона, ждала гостей. Июнь начался на месяц позже, горячий воздух с самого утра, раскаленный песок, зной – все это наступило только в конце первого летнего месяца. А местные наслаждались прохладной по местным меркам до 26 погодой и периодически освежающими ливнями. Так и не дождавшись туристов, лето заявило о себе. Итак, границы закрыты, страны делают ставку на внутренний туризм. Наш папа с другом отправились за 250 километров от Москвы. Так отдыхают в России те, кто привык к сплавам в Черногории, горнолыжке в Австрии, дайвингу в Египте. Но границы закрыты. Пока я мечтаю о САПе на Адриатическом море, наш папа реализовал это на реках средней полосы России, в Калужской области. Вызвали такси от Костиной деревни до места сплава по реке. Сплавимся километров 10, потом еще вызовем такси. Лишь бы связь ловила, а то в глухомане может и не быть. Здесь на угле стоял, так там вообще в обратную сторону течет. Ветер такой стоит жуткий, что вообще капец. О, отпуск! Это река Ресса, а деревня называется Рыляки. Вот откуда будет осуществлен сплав 2020. Константин, объездивший полсвета, в период так называемой пандемии решил использовать для изучения красот своего региона и пригласил Дениса составить ему компанию. Без киля вся эта хлобуда даже не поворачивает. Теперь поплывем. Английская аббревиатура САП означает в переводе «стоящий с веслом на доске». САП – очень молодой вид спорта, но основан он на древних традициях. Впервые подобный снаряд был замечен на Гавайях в XVIII веке. Аборигены издревле пользовались деревянной доской и веслом для передвижения по воде. Бобер отгрыз. А вот течение, видишь, как сломалось ствол. Переломило. С середины 20 века у американских туристов на Гавайях резко вырос интерес к такому виду развлечения, а всемирно известным серфинг с веслом стал лишь с началом 21 века, когда в 2004 году мировые телекомпании показали шоу с участием САПов. Рулим! Вид спорта САП оформился совсем недавно, в 2012 году.
Пока Денис плывет по русским рекам, мы с девочками в Черногории оказались на семейном торжестве, которое отмечалось с балканским колоритом под балканские мотивы. Посмотрели на меня все. Олег и Юля, еще раз наши поздравления. Ну-ка, танцуем все. Это новейшие черногорские технологии. Супер. Вилла, которой более 300 лет, интерьеры, сохраняющие традиции черногорских жилищ, бассейн и огромная территория с потрясающими видами на море и горы. Хорошая компания. Что еще нужно, чтобы классно провести время? Ну, была и мысль рассказать о развлечениях для мужчин, чтобы не экстремально, но увлекательно. Сначала было тяжеловато вдвоем, потому что балансировать два человека на доске, где должен быть только один, очень тяжело. Но тем не менее вот освоились и посмотрим, сколько сил у взрослого мужчины для того, чтобы грести стоя. А у второго сколько терпения, чтобы терпеть все это на такой жаре и снимать на камеру. Вид спорта САП оформился совсем недавно, в 2012 году. Успех САПов по всему миру объясняется тем, что двигаться он может и там, где волны, и по водной глади. Озерами, реками теперь можно любоваться самостоятельно. Инструкторы утверждают, что нужно всего минут 30, чтобы обучиться стоять на САПе. Водоросли колышутся под водой. В них врезается вода, поднимает струю вверх. Да, да. Я раньше думал, что, может, рыба сплеснулась, да хер там. Это вот именно камень, может, или камень препятствием получается, или трава. Ну, видишь, впереди трава стоит. Вот, Да, да. А здесь, возможно, такая глубоководная, пучками развивается. Любительские САПы надувные и широкие. Чтобы устоять на доске, у человека задействуются все группы мышц. С хорошей координацией освоить САП гораздо легче. Красота! В обычное время года здесь не так глубоко, и, может быть, такого зрелища и не увидишь. Но при нас только что охотились жерехи, которые собираются в группку небольшую и охотятся, сбивая малька в кучку. Это явление здесь нечастое, из-за того, что река мелкая в основном. Большая скорость достигается на жестких досках. Популярность этого вида спорта сегодня столь высока, что вот-вот он, если мы пофантазируем, может стать претендентом на включение в олимпийские виды. Из преимуществ такого путешествия точно красивые виды, это абсолютно точно, это гарантированно. Это редкие пейзажи, это в это время года изобилие птиц, которые вывели птенцов, сейчас их подняли на крыло и можно понаблюдать за хищными птицами, за аистами, за цаплями. Сейчас на реке разлив, что здесь бывает довольно-таки редко, и вот рыбу наблюдаем, которая охотится. Сплав по рекам в российской глубинке – незабываемое впечатление. Единственным минусом путешествия оказалось отсутствие сотовой связи в конечной точке маршрута. Хоть шагать с 20 килограммами на плечах в поисках такси – тоже приключение. Любишь кататься? Люби саночки возить. Тащим наше барахло. Дорогое. И тяжелое. В отсутствие туристов купаться можно там, куда не ступает обычно в сезон нога простого смертного. Вот, например, пляж в Королевском парке Милочери. В прошлом году лежак здесь стоил примерно 100 евро на день. Как-никак территория отельной системы Оман. Миллиардеры в 2 шагах отсюда. Вот остров Святого Стефана. Если еще не видели, смотрите нашу серию о том, где, к примеру, Билл Гейтс любит бывать. Вон там, на острове Святого Стефана, минут 5 пешком. Сегодня здесь раздолье для всех желающих.
К сожалению, отдыхать мы вынуждены в нашей семье порознь. Как выяснилось по комментариям после одного из наших роликов, многие семьи в период так называемой пандемии оказались разделены границами, как и наша. Надеемся, что скоро наша семья и все те, кто оказались заложниками закрытия границ, воссоединятся. Кстати, спасибо за комменты огромное. Один зритель на просторах Фейсбука яростно критиковал нас за такую обобщающую фразу: «Теперь здесь одни православные». Это в нашем прошлом фильме о поселке Пырчень в Черногории. Да, согласны, лучше, конечно, сказать: теперь здесь доминируют православные. Принимается. Другой зритель порадовал нас креативом. Посмотрев фильм про Улцень, он предложил нам помогать местной популяции фламинго и перевозить комаров, которых из России, может быть, у нас там их предостаточно, в чемодане, например, для того, чтобы спасти от возможного голода. В том фильме мы рассказывали о возможном вреде ветрогенераторов. Пишите нам про ваш отпуск. Изменились ли у вас в этом году планы и что поменялось? Нам с вами интересно. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь. Пока!